Весы. Давай на чистоту. Ты, конечно, обожаешь все взвешивать, обдумывать и планировать. Но июль 2025 тебе так просто не сдастся. Вот прикинь, ты уже мысленно расставил все по полочкам, а Вселенная смотрит и говорит тебе: «Эй, друг, пора все перепутать, иначе будет скучно». Так что готовься. Скучно точно не будет. Будет местами странно, местами непредсказуемо, но поверь, к концу месяца ты будешь думать: это был лучший бардак в моей жизни. Уже в начале месяца, примерно с 1 по 3 июля, тебя ждет довольно странная и абсолютно неожиданная история с твоими близкими друзьями. Сначала покажется, что у кого-то из твоих друзей внезапно началась какая-то драма, но знаешь, такие истории, когда друг звонит и говорит: «У меня тут беда, срочно приезжай». Ты, конечно, на нервах прилетаешь, уже ожидаешь какой-то апокалипсис, а оказывается, там какая-то абсолютно нелепая смешная ситуация вроде потерянного кота, застрявшего в шкафу, или разбитого ноутбука, на который кто-то пролил кофе. И ты сначала стоишь и думаешь: ну серьезно, ребята? Но внезапно именно эта ситуация вас так сблизит, что ты почувствуешь, как тебе повезло с этими людьми, и поймешь, что даже абсурдные ситуации делают жизнь теплее и ярче. Затем примерно с 5 по 7 июля произойдет история, связанная с твоими деньгами. Нет, не паникуй, это не про финансовый крах или крупные потери. Скорее всего, ты внезапно обнаружишь, что тебе ошибочно начислили какие-то бонусы или перевели деньги, которые ты вообще не ожидал получить. И ты сначала будешь думать: так, это точно какая-то ошибка. Ты начнешь переживать, думать, кому позвонить и куда обратиться. Но потом выяснится, что ошибки нет, это реально твои деньги, которые ты заработал или получил заслуженно, просто про это забыл или не знал. В этот момент ты почувствуешь приятное облегчение и радость от маленького, но неожиданного подарка судьбы. Середина месяца, примерно с 10 по 13 июля, тебя заставит столкнуться с довольно интересным испытанием, связанным с твоим терпением. Например, тебе придется провести несколько часов в очереди или ожидать какого-то важного звонка, который все никак не случается. Ты будешь реально злиться, нервничать и думать: за что мне это мучение? Но самое смешное, что именно в этой ситуации ты познакомишься с человеком, с которым завяжется абсолютно неожиданный и приятный разговор. Возможно, он расскажет тебе что-то очень полезное или вдохновляющее, что изменит твое отношение к каким-то важным жизненным вопросам. Короче, в конце этого дня ты поймешь, что все не зря, и даже почувствуешь себя счастливым, что так странно и нелепо провел свое время. Потом, примерно с 16 по 18 июля, произойдет очень странная и забавная ситуация, связанная с твоим домом или бытовыми вещами. Например, ты случайно найдешь дома предмет, который давно потерял или о существовании которого ты вообще забыл. Что-то вроде старого фотоальбома, книги, дневника или какой-то вещи, которую тебе когда-то подарили. И знаешь, когда ты возьмешь это в руки, тебя накроет такая мощная волна ностальгии и теплых эмоций, что ты даже немного расчувствуешься. Этот момент станет таким маленьким личным откровением, что ты вдруг осознаешь, как много теплых воспоминаний у тебя связано с этой вещью и насколько ценны эти простые человеческие моменты. Примерно с 21 по 24 июля случится самое эмоциональное и серьезное событие месяца. Тебе предстоит пережить важный разговор с кем-то из близких, возможно, даже с кем-то из членов твоей семьи. И это не будет обычная бытовая ссора, а что-то глубокое и эмоциональное. Возможно, этот человек скажет тебе что-то такое, чего ты никогда от него не ожидал услышать. Например, признается, что всегда тобой гордился, или наоборот, скажет, что когда-то давно ты его сильно задел своими словами. Сначала ты будешь в легком шоке, возможно, даже обидишься или растеряешься, но потом поймешь, насколько важен был этот разговор для вас обоих. Ты осознаешь, что именно такие моменты делают отношения глубокими и настоящими. Конец месяца приготовит тебе абсолютно неожиданный и очень яркий сюрприз. Внезапно ты получишь предложение или приглашение поучаствовать в каком-то творческом или развлекательном мероприятии. Типа, тебе вдруг позвонят и скажут: «А хочешь сняться в маленьком рекламном ролике?»
Или пригласят в любительскую театральную постановку, и ты сначала будешь думать: «Ой, нет, это точно не для меня, я же стесняюсь». Но потом согласишься, потому что тебя уговорят друзья или просто из любопытства. И знаешь, это станет одним из самых крутых моментов твоего года. Ты почувствуешь, как это круто позволить себе выйти из зоны комфорта и просто порадоваться жизни. Весы. Вот сейчас серьезно. Месяц у тебя будет странный и веселый, но вот пара дней, когда лучше быть максимально осторожным, чтобы потом не думать: «Ну вот опять я куда-то вляпался». Запоминай, пригодится. 4 июля. Сегодня лучше не связываться с крупными документами и официальными бумагами. Типа захочется быстро подписать какой-то договор или подать документы, а потом окажется, что что-то пропустил и придется переделывать 100 раз. Лучше подожди до завтра. 7 июля. Осторожнее с эмоциональными сообщениями или звонками. Ну вот знаешь, бывает такое настроение, что хочется написать бывшим или друзьям, с которыми давно не общался. Сегодня лучше не надо. Поверь, завтра будешь благодарить себя за то, что удержался. 11 июля. Сегодня будь внимательнее с бытовыми приборами. Вроде захочешь что-то приготовить или отремонтировать, а в итоге полкухни в дыму или инструменты падают на ногу. Короче, просто помедленнее и аккуратнее не устраивай экшен дома. 14 июля. В этот день лучше избегать финансовых операций. Нет, ничего глобально страшного, просто шанс, что тебе случайно неправильно посчитают сдачу или спишут лишние деньги со счета, очень высок. Просто перепроверь все дважды и отложи крупные покупки. 18 июля. Аккуратнее сегодня с транспортом. Может быть, ничего серьезного, но опоздать на важную встречу из-за банальной пробки или забытого билета запросто. Лучше выходи из дома заранее и все дважды проверяй. 22 июля. Сегодня избегай конфликтных ситуаций на работе. Даже если ты уверен, что твоя позиция правильная, начальство или коллеги могут тебя неправильно понять. Лучше помолчи и отложи любые споры на другой день. 25 июля. Осторожнее с едой и напитками в новых местах. Вот вроде зайдешь в кафе по совету друга, а потом желудок тебе скажет, что ты мне подсунул. Просто ешь то, что знаешь, и не экспериментируй сегодня. 29 июля. Сегодня будь осторожнее с покупками через интернет. Вроде сайт проверенный, но велика вероятность получить совершенно не то, что ожидал. Лучше подожди денек и перепроверь отзывы. Весы, если будешь внимательнее в эти даты, то месяц пройдет легче и без лишних нервов. Ну а потом всегда будет что рассказать друзьям с улыбкой и фразой: «Не, ну, вы прикиньте, что со мной было.